Друзья, всем привет! С вами снова Андрей с новым рассказом. Сегодня загадочная и мистическая история. Итак, поехали. Мария и Том были моими хорошими друзьями. И в то время мы все были новичками в Москве. Я переехал в Москву из Петербурга, а мои друзья приехали из Бельгии. Мы случайно познакомились на одной из художественных выставок. Обнаружив общие интересы и предпочтения в искусстве, архитектуре и музыке, мы быстро подружились. Мария и Том были экспатами. Том работал исполнительным директором в бельгийской фирме. Мария была домохозяйкой и начинающим блогером. Недавно они сняли красивый дом на окраине Москвы, где чувствовали себя очень комфортно и безопасно. Со временем у нас появилась традиция собираться раз в месяц, пить хорошее вино и делиться историями и впечатлениями о своем опыте в чужом городе. Однажды вечером мы сидели у них дома, и разговор зашел о странных происшествиях, которым мы не можем найти объяснения. И тут Мария упомянула про свою новую домработницу, которую ей очень рекомендовали. Девушка казалась надежной и имела отличные рекомендации. В первый же день она быстро и ловко справилась с работой, и мои друзья были очень довольны ей. Кроме того, Ольга, так звали молодую женщину, свободно говорила на английском и французском языках и прекрасно готовила. Однако что-то тут не так, продолжила Мария. Я заметила, что Ольга подолгу смотрит на нас с Томом и иногда разговаривает сама с собой на незнакомом языке. Мы с Томом были настроены скептически и стали наперебой отпускать шуточки. Но Мария, казалось, была искренне обеспокоена поведением домработницы. История имела продолжение. Через несколько дней Мария позвонила мне в панике. Она сказала, что, вернувшись вечером, обнаружила в доме беспорядок. Мебель была переставлена, а некоторые ценные вещи пропали. Она была потрясена и расстроена и не знала, что делать. «А где Том?» – спросил я. «Он едет, но там гигантская пробка. Приезжай скорее, я боюсь», – попросила Мария. Когда я приехал, двери были открыты, но внутри никого не было. Через некоторое время подъехал обеспокоенный Том. Мы обыскали дом и обнаружили, что Мария пряталась в шкафу во второй спальне, держа в руках кухонный нож. Я сразу же пошел звонить в полицию, а Том начал успокаивать плачущую жену. Когда я вернулся, Мария и Том сидели в углу и шептались друг с другом. Я могу сказать, что они оба были напуганы до смерти. Подъехала полиция. Мы вместе обыскали дом
И когда добрались до главной спальни, обнаружили, что на кровати спали, а на стенах были нарисованы странные символы, похожие на кровь. Мария тряслась от страха. А Том был бледен и нервно кусал губы. Никаких следов Ольги не было. С того дня Мария и Том больше никогда не чувствовали себя в безопасности в своем доме. Они сразу же съехали из дома и отказывались говорить о случившемся. А вскоре и вовсе вернулись домой в Бельгию. Полиция звонила мне какое-то время как свидетелю, но никого не нашла и поспешила закрыть дело. Остается загадкой по сей день, что это было и кто же была на самом деле странная экономка по имени Ольга. Вот такой рассказ, друзья. Спасибо, что смотрели это видео. У меня на сегодня все. Огромной вам удачи и пока.